Всем привет! Сегодня удивить уже кого-то сигнализацией или центральным замком, наверное, не получится, даже водителей Жигулей, там, запорожцев и так далее, то есть отечественного автопрома. Сегодня попробуем поставить вот такую вот систему, которая называется бесключевой доступ, вот, которая была заказана с Алиэкспресса. То есть работает она в связке с мобильным телефоном, когда мобильный телефон находится рядом, то есть в районе там 50 метров, автомобиль открывается и закрывается. Причем там есть несколько вариантов управления. Коробочка небольшая, вот такая вот, всего лишь 6 контактов. Стандартная косичка. Два предохранителя. Один это вход по питанию, и второй предохранитель это выход на габарит. Но мы сегодня его подключать не будем, так как есть у меня желание подключить все-таки к поворотам, а для этого мне нужно будет два диода. Вот такой вот элемент в комплекте зачем-то, то есть в инструкции о нем ничего не сказано, но это не сопротивление, то есть он в синем корпусе, это скорее всего индуктивность, то есть контур. Так, и еще у нас имеется инструкция. В общем, не знаю, где у меня взялась инструкция на русском, то есть или я ее уже распечатал, положил в коробочку, либо же она была в комплекте, я не помню. Вот такая вот инструкция на английском, то есть Crown MP686, и показано, что и куда подключается. Есть вывод, но на двери, ну, на окна, то есть поднятие окон, но, к сожалению, у меня его нет. Возможно, нужно будет блочок этот разобрать, то есть он как-то так странно, этот вывод показан, сейчас покажу. То есть вот он не в основной косичке, то есть а где-то на стороне, и у меня его нет, то есть я его не вижу. Вот так вот есть вот эта пимпочка, типа, да, есть разъем 6-пиновый. Вот дальше по инструкции, то есть то, что мне удалось разобрать, то есть два провода выходят, белый с косичкой и бело-черный, и к ним нужно подключить в разрыв вот этого синего и зеленого стандартного провода центрального замка, подключить через реле, то есть они не силовые, скорее всего, то есть и они просто могут управлять. Реле живет около 40-50 миллиампер всего лишь, то есть и они, эти провода предназначены, чтобы управлять обмоткой реле, а уже обмотка реле управляет центральными замками. Но в моем случае такого не нужно делать. У меня идет полноценный центральный замок. Имеется в виду, что в двери стоит пятиконтактный актуатор, то есть и там есть 3 дополнительных провода, кроме синего и зеленого, белый, черный и коричневый, то есть замыкая белый на массу мы или открываем, или закрываем, и также коричневый, то есть или открываем, или закрываем. Это нужно будет вывести. Зеленый провод должен открывать багажник, то есть я еще не поставил после перекраски вот этот актуатор, то есть когда снимал. Черный и белый питание, и коричневый провод, ну, написано поворотник и turning light, да, то есть но дело в том, что там один провод выходит, и нужно, по идее, диоды, чтобы на левый и правый. Я не знаю, как в иномарках, не помню, то есть всех схем я не знаю. Но в Жигулях левая и правая сторона после подрулевого переключателя разделены, то есть и нужно этот провод разделять на две части. Ну, соответственно, чтобы ничего не замыкало, то есть ставить два диода, и через диод будет мигать и левым, и правым. Этот провод у нас идет коричневый, тоже с предохранителем, то есть он идет силовой. Вот. Я думаю, что сложностей не возникнет. Сейчас попробуем подключиться это все к непосредственному блоку центрального замка. Почему? Там у меня есть питание уже, там у меня есть масса, там у меня есть коричневый и белый, который управляет центральным замком. И по сути все, то есть повороты я потом дотяну, когда будут диоды, и багажник я потом подключу, когда уже остановлю обратно, ну, моторчик привода замка.
Вот, на русском особо тоже ничего не сказано. Сказано только 3 способа открытия автомобиля с этим блочком. Есть как подключить. Ну, фотки такого качества, что разобрать не нужно, невозможно. То есть, ну, это все интуитивно. Вот. И, опять же, розовый провод соединяет к проводу оригинальной сиреной. То есть, данная штучка, я так понимаю, может еще и пищать при разблокировании сигналом. Вот. И у меня его тоже нет. Хотя, по сути, мы можем вместо поворотника, то есть, вот этот коричневый пустить на реле сигналки. То есть, и у нас сигналка будет пик-пик, пик-пик. Это нужно пробовать. То есть, возможно, этот звук будет не очень красивым и слишком громким. То есть, и лучше все-таки сделать тихую установку на повороты. Возможно, этот провод, который тут имеется в виду розовый, это, по сути, есть этот коричневый, который можно подключить либо так, либо так. То есть, повторюсь, он силовой, хотя сигнал в автомобиле тоже идет через реле. То есть, он не нужен силовой. В общем, сейчас я вот там вот у меня установлен блок центрального замка. И мы сейчас там подсоединимся и проверим, как это все дело работает. Скинул панель. В общем, вот там вот на винте взял массу для коробочки. Коробочку спрятал под обшивкой. Плюс взял от провода, который идет на питание двери фонарика. То есть там достаточно мощный провод идет, толстый. И, ну, коробочка не силовая. И подключился к блоку центрального замка. С него уходит 2 провода, коричневый и бело-коричневый. При замыкании одного или другого на массу автомобиль открывается или закрывается. В моем случае, получается, белый от данного блока пошел на белый центрального замка, и бело-черный от данного блока пошел на бело-черный, на коричневый от центрального замка. Никакой особой сложности нет, то есть все подсоединилось. Теперь можно панель обратно собирать. Установка девайса заняла у меня минут 20-25 времени. С учетом того, что нужно было снять приборную панель и магнитолу, и потом обратно все это установить. Но если вы знаете, где у вас центральный замок, сигнализация, то есть точки, где вы возьмете контакты проводов нужные, то проблем у вас не составит. Значит, после того, как мы подали питание, у нас в Bluetooth устройствах появляется новое устройство. У меня оно называется ВАЗ-2107, так как я уже на столе, когда проверял коробочку, его запустил, ну и переименовал. У вас оно будет называться как-то по-другому, как, к сожалению, не помню. Стандартный пароль 6 нулей, исходя из инструкции, но рекомендую его поменять. Дальше, после этого вам нужно будет скачать приложение, которое называется, вот оно, Zuo Duncar, по QR-коду. И после запуска этого приложения, то есть у вас появляется менюшка с автомобильчиком и кнопками. То есть закрыть автомобиль, открыть багажник, какой-то динамик, не знаю, то есть я еще не проверил, как это работает. И кнопка старт-стоп. Ну, я думаю, что это или разные версии коробочек, или же на будущее, потому что вывода для того, чтобы завести автомобиль, нет. Дальше. Что мы можем сделать, имея это приложение? То есть у нас есть несколько вариантов. Мы можем автомобиль открыть вручную, нажимая кнопки на экране. Закрыть, открыть. Мы можем закрыть автомобиль, встряхивая телефон, и открыть автомобиль, встряхивая телефон. На самом деле эта функция не очень мне нравится, то есть как-то она по-дебильному, но есть еще одна функция. Это автоматическое открытие и автоматическое закрытие. Поставим минимальное расстояние. Так. И получается, когда мы отходим от автомобиля на некоторое расстояние, инструкция пишет 3 метра закрывается, 2 метра открывается. Вот у нас автомобиль сейчас закрылся. Ну, солнце плохо видно. Так, если мы подходим ближе, у нас автомобиль открывается. Давайте еще раз. Закрылся. Подходим ближе. Автомобиль у нас открывается. Вот возле самого автомобиля. Ну, мне удалось обнаружить еще один косяк или баг. Я надеюсь, что при обновлении этот баг исправят. Заключается он в том, что
Ну, сейчас мы закроем автомобиль. Так, выйдем из приложения и отойдем. Чтобы автомобиль понял, что он закрыт. Теперь, когда мы приближаемся к автомобилю, телефон мы держим в руках, то автомобиль у нас не открывается до того момента, пока мы не зайдем в приложение. Как только приложение запущено, автомобиль наш откроется. Конечно, это огромный косяк и огромный минус по той причине, что, если я уже достал телефон с кармана и запустил приложение, то я уже пальцами открою автомобиль. Смысл тогда этой функции. Но надеюсь, что это просто баг, и в каком-то обновлении приложения, то есть, или в какой-то новой версии, это все профиксят, и оно начнет работать так, как и предполагается. На этом все. Вот такой вот интересный девайс и вот такой вот интересный бесключевой доступ к автомобилю можно за каких-то $10 купить на Алиэкспрессе. Ссылку на товар оставлю под видео, и схему подключения в своем варианте разрисую в статье на Drive 2. Всем пока, до новых видео, до новых обзоров.